А вы знали, что в Бишкеке есть зоопарк? Конечно, это не обычный зоопарк, как мы себе представляем, а реабилитационный. У животных, которые сюда попали, была непростая судьба. Кто-то пострадал в природе, кто-то в городской среде. Неравнодушные люди принесли их в зоопарк, где животные прекрасно себя чувствуют. Работает зоопарк с 10 утра до 9 вечера. Взрослый билет стоит 200 сомов, а детский 150 сомов. Детям до 3 лет вход бесплатный. Ну а первое знакомство у нас будет с капибарой, или как ее еще называют, водосвинка. Капибара – это полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых. Это самый крупный среди современных грызунов. Этот гигантский грызун представляет собой жирного зверька с продолговатым телом. Длина взрослой капибары достигает 1–1,30 м, а весят они от 30 до 60 килограммов. Внешне капибара напоминает гигантскую большеголовую морскую свинку. Голова крупная, верхняя губа толстая, а уши короткие и округлые. Питаются капибары плодами и клубнями, сеном и травой, но от морковки тоже не отказываются. А этого красавца оленя с большими рогами зовут Кай, а олениху Герда. Кстати, в прошлом году у них появилось первое потомство, с чем мы их и поздравляем. Конечно, утку или гуся многие видели, но для городских детей и это диковинка, а покормить их, так это еще то удовольствие. А этого красавчика павлина зовут Махарадж. Вообще павлины считаются самыми красивыми птицами среди курообразных. Распознать павлинов можно по пестрому окрасу, а самцы обладают пышным, распускаемым как веер хвостом. Павлины запечатлены во многих произведениях искусства Востока и Запада. В Древнем Иране павлины стояли по обе стороны древа жизни, будучи символом двойственной натуры человека. Персы ассоциировали павлина с царственностью, и поэтому правители Ирана восседали на павлиньем троне. В исламе павлин – символ вселенной и дуалистических аспектов света, полнолуния и полдня. Бирманский подвид яванского павлина является национальным символом Мьянмы, а обыкновенный павлин – национальным символом Индии и Ирана. Знакомьтесь, этого красавчика ламу зовут Арнольд. Попал он в реабилитационный центр из Узбекистана. Он очень нежный и обходительный. Откусывая угощение из рук гостей, он всегда следит за тем, чтобы не сделать человеку больно, поэтому его разрешают кормить даже малышам. Лама – это южноамериканское млекопитающее из семейства верблюдовых, одомашенное индейцами. В отличие от верблюдов, ламы не имеют горба, в остальном у них много общих черт. А вот и белокурый друг Арнольда, карликовый пони Пончик. Попал он в центр из города Ош в 2020 году. Его хозяин не смог вернуться в Кыргызстан из-за карантина COVID-2019. Позаботиться о пони было некому, и команду зоопарка попросили его приютить. А после возвращения хозяина в Кыргызстан он дал согласие, чтобы Пончик остался в реабилитационном центре. А вот и черепашки-ниндзя. К сожалению, я не знаю всех их поименно, но то, что они очень веселые и подвижные, навело меня на сравнение их с героями мультфильма «Черепашки-ниндзя». Кролики предпочитают питаться травами. Из других растений кролики едят морковь, капусту, свеклу, картофель, а также листья деревьев. А это попугай Ара по кличке Лео. Большие размеры и яркий окрас делают птицу легко узнаваемой. А вот сурикаты Тимон и Пумба, млекопитающие из семейства мангустовых. Обычно они оранжево-коричневого цвета и имеют характерный рисунок из поперечных черных полос на спине. Хвост используется как опора при стоянии на задних лапах.
А этого лиса зовут Фокс. Нашли его на юге Кыргызстана. Лис был в плохом состоянии. Затем, после долгих переговоров, хозяев удалось убедить передать лиса в реабилитационный центр. А это белоносая мартышка по имени Макс. Еще малышом его привезли в страну контрабандой и подарили как игрушку детям одной из частных семей. Очень долгое время он жил в квартире. Скоро владельцам стало тяжело за ним следить, и его отдали в зоомагазин. Макс сменил несколько мест проживания, прежде чем обрел настоящий постоянный дом в зоопарке. У него серьезный и непредсказуемый характер. А этого малыша зовут Тайсон. Родился он прямо перед Новым годом в 2020 году. Посмотрите, какой он милый, так и хочется с ним поиграть. А вот этого малыша зовут Оскар. Он очень полюбил зоопарк и нашел здесь пару. За последние 3 года несколько раз стал папой, что является большой редкостью в искусственных условиях. Сегодня он главный защитник своей семьи и невероятно заботливый отец. Среди самцов макак такое поведение тоже большая редкость. Морские свинки – вид одомашенных грызунов из рода свинок семейства свинковых. Несмотря на название, не связаны ни с семейством свиней, ни с Гвинеей, а также не являются морскими животными. Сравнение со свиньей пошло, скорее всего, из-за характерных звуков, издаваемых животными, а также пропорции головы к телу, плотной шеи и отсутствия талии. Козой, конечно, не удивить жителей среднеазиатского региона, но если не рассматривать ее в качестве еды, то вполне сгодится и для животного в зоопарке. Вообще ребята занимаются благим делом, спасают животных и дарят море положительных эмоций для всех посетителей зоопарка. Я очень рад, что в Бишкеке есть такой центр, который дарит надежду на лучшую жизнь пострадавшим животным. Спасибо вам огромное!